Так, красиво. Это дом новый, я так понимаю? Не, он не новый. Ну, как бы... Ну, выглядит так, ну, годов 50-х, ну, в смысле... Ну, да, в этом смысле, конечно, да. И что у нас в этом доме? Да, у нас, значит, квартира как раз примерно 1 999 000. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Сам, на самом деле, не знаю, что и как. Ну... Да, сейчас open house, то есть как бы так пару часов открыты, когда может приходить кто угодно, смотреть квартиры, дом и так далее. То есть удобно. 12F, there is an open house. Right side elevators. Так. Квартира на 12 этаже с одной спальней, размер примерно 60 квадратных метров, стоит 1 000 000. Миллион. Смотрим, что на Манхэттене можно купить за какой-то жалкий $1 000 000. То есть, чтобы было понятно, в Москве за $1 000 000 можно купить практически любую недвижимость. Ну, ладно, не любую, конечно, но можно метров 150-200 в пределах Бульварного кольца в старом доме с хорошим ремонтом в Москве спокойно можно купить. В Нью-Йорке за эти деньги ты купишь собачью конуру. И вот этот человек, это Дима, это тот человек, который вам продаст собачью конуру за $1 000 000, да? Да, все так, но нужно иметь в виду, что мы смотрим на Манхэттене, в принципе, в одной из самых лучших частей района Upper West Side. То есть, если мы вообще будем смотреть в Нью-Йорке, то в других районах, Бруклин, Квинс, там, конечно, можно явно побольше купить, те же самые, например, даже 200 метров. Ну, захотите либо жить в том районе, не знаю. Да, в принципе, там же везде мафия, там то итальянцы, то китайцы, то там коридор. Коридор как в гостинице, смотри, ковролин. Тут у нас что? У нас тут ковролин, двери все одинаковые. В общем, это похоже на такую 4-звездочную гостиницу пока. Двери, кстати, это ответственность дома. Да, двери нельзя менять. Да, это много так где. Да, значит, мы имеем, значит, довольно дешевый примитивный ремонт. Потолки, ну как, сколько, часто 2, ну такие низенькие. Ну да, Низенькие потолки. Обратите внимание, что у них вот здесь, как это обычно у американцев принято, нету верхнего света. То есть верхнего света нету, и подразумевается, что вы здесь понаставите торшеров, поскольку здесь будет спальня, вы здесь понаставите каких-нибудь торшерчиков, и будет вам счастье. Вот. Зато прикольный вид. Смотри, вид прямо на дворец. Мы сегодня, кстати, дворец будем смотреть. Да? Да. Офигеть. Вот. Мы будем смотреть. Там тоже квартиры продаются, и я думаю, с квартиру надо смотреть. Ага. Так, вот это вид из окна квартиры за $1 000 000. Что мы имеем? У соседей есть балкон с шумным кондиционером. Внизу кто-то, кстати, бухает. Внизу есть какое-то патио. Это, видимо, общее для жильцов, да, я так подразумеваю? Да. Ну, вполне возможно, что это общее для жильцов. И вот сейчас кто-то там отмечает какой-то день рождения или еще какой-то праздник. Есть, эта квартира тоже есть балкончик. Вот Да, вот у квартиры тоже есть балкончик. Вот это красивый дом. Так, вот здесь у нас отопление и кондиционер. Все такого же старого года, лет 25, я думаю, этому хламу всему. Да, окна старые алюминиевые такие. Довольно шумно, как видно, из видите, всякие там грязь уже, копоть от занавесок, что здесь были. Да, то, что видите, здесь такой свинарник, сразу отбивает желание. Все, вот, видите, так по-моему. То есть, ну, в квартире как минимум нужен косметический ремонт. Да. И обычно такой дешевый такой паркетик. Собственная кухня. 20-25 лет. Кухня 3 квадратных метра. Кухня невероятно дерьмовая. Значит, что у нас тут есть? У нас тут есть большая раковина, есть газовая обычная примитивная плита, на дне у нас микроволновочка и такой вот холодильник, американский большой холодильник. Небольшое количество шкафов. Кухня закрыта. И вообще, ну, то, что мы смотрели по этим многим домам, у них кухня, она такая больше похожа на нашу постирочную. То есть такая какая-то зона отдельная, где ты что-то приготовишь, а потом понесешь в гостиную есть. Это не советская кухня, где обязательно должен стоять стол. Все почему? Потому что, смотрите, советская хозяйка, она что делает? Она готовит. Она готовит, и в это время было не скучно. Вокруг должны сидеть подруги, и все должны как... Потому что процесс приготовления русского блюда, он может занимать целый день. Ты там готовишь какую-нибудь, я не знаю, кулебяку, или голубцы, или борщ варишь, да, это на целый день. Вот. Естественно, здесь максимум можно пиццу разогреть и понести. С подружками не посидишь. Да, с подружками посидишь, неудобно. Русскому человеку это непонятно. Ванная комната представлена обычным американским унитазом. Маленькая раковинка, все грязно, видите, не покрасили.
все такое старое. Ну и, собственно, сама ванная, что и хорошо, есть душевая лейка, потому что обычно американцы душевые лейки не делают, а делают такой стационарный душ. Реальная цена этой квартиры? Ну, я думаю, меньше, то есть столько. Ну, то есть, Ну, 1800. Нет, ну, как бы, я думаю, что там 950. Ну, ее покупать из-за расположения, то есть ты ее покупаешь, все, если выносишь, делаешь ремонт и делаешь себе что-нибудь такое невероятно крутое. Так, а мы давайте, друзья, с вами посмотрим, значит, как все. Посмотрите, какая плотность вообще застройки. То есть там улица, и между улицами застроено не то, что окно в окно, да, тут живого места нет. То есть двора как такового нету, и нету, то есть вы вот спрашиваете, а почему в Нью-Йорке мусор выставляют на улицу? Мусор выставляют на улицу, потому что в отличие от того же Чикаго, в Нью-Йорке при проектировании не предусматривают эти технические проезды. Поэтому мусор, говно, мусороуборочные машины, загрузка, разгрузка, вот все эти технические процессы, которые портят город, все происходит на главных, на основных улицах. А внутри, видите, какая плотность. Тут нету вообще ничего. Вот у кого-то есть крыша, они на крыше сделали себе садик. То есть, если тебе не повезло жить на высоком этаже, то ты живешь в таком реальном колодце. Я думаю, там внизу квартира будет 300 тысяч дешевле. Слушай, ну здесь хоть какой-то вид есть. Посмотри, здесь ты хоть что-то видишь. А когда ты живешь внизу, ты кроме котельной и постоянного шума, здесь надо даже не звать, что видишь, там внизу стоят эти кондиционеры промышленные. Стоят, да. Там стоят не просто, там стоят промышленные кондиционеры. Они шумят круглосуточно и очень хреново. Тут все понятно. Так, лифтовой холл. Ну, лифтовой холл красивый. Ладно, смотри, давай. Лифтовой холл. Не, все это реально... Это все напоминает такую старую 4-звездочную гостиницу. Ну, такая классика для 70-х. Да, то есть это не просто квартира, тут у нас есть, тренажерный зал. Кстати, нормальный такой тренажерный зал. Это все входит в стоимость квартиры. Ну, ты, скорее, ты будешь платить за обслуживание, да? Да, кстати, тут 500... кроме миллиона нужно еще платить. Да, там было не знаю, там сколько, 500 было, да? $600 в месяц налог и $660 в месяц за услуги дома. То есть квартплата будет составлять $1200 где-то за эту квартиру. За это вам причитается вот такой вот прекрасный спортзал и такое вот патио, где можно будет зарезервировать и побухать со своими друзьями. Помимо всей прочей красоты, в цену входит еще пользование бассейном. Вот это, кстати, хорошо у американцев. То есть у нас ты покупаешь себе собачью конуру и из нее никуда не выходишь. Да, ставишь железную дверь и все. Да. И можно максимум бассейн сделать у себя в гостиной. А у американцев, видите, такой вот бассейн есть в доме. Можно здесь поплавать. Вот. Класс. То есть бассейн такой 25 метров, небольшой, но тем не менее. То есть у нас в квартплату $600, и $600 примерно налог, $600 квартплата, и в квартплату входит тренажерный зал, крыша и бассейн. Так, вот смотрите, поскольку у нас здесь скоро Хэллоуин, здесь висит объявление, что, как вы знаете, во вторник, 31 октября будет Хэллоуин, и если вы хотите, чтобы вот эти вот мерзкие детишки-попрошайки стучались к вам в дом, вот, между 6 и 8 вечера, пожалуйста, повесьте, запишитесь этому консьержу, и они, я так понимаю, дадут вам знак на дверь. Да, им знак на дверь. Вот, и дети будут знать, к вам заходить, чтобы дети не беспокоили, если вы не любите детей. Вот. Или если вы не очень... Да, и 31 октября дети пойдут по дому и будут стучаться в дверь, а вы им будете раздавать конфеты. Такая вот традиция. Да, собак нельзя. И вот такая вот крыша. Слушай, ну вот крыша, это круто. Смотри, вот этот наш дом, который мы пойдем смотреть, бывшая гостиница, про которую Дима хочет написать отдельный пост. Это вон другие дома, и посмотрите, да, почти все крыши, они эксплуатируемы. Чего в России обычно не делают, к сожалению, а здесь вполне нормальная история. Слушай, ну терраса классная. Вот за террасу, знаешь, можно и заплатить. Даже виден центральный парк. Значит, у нас есть вид на Гудзон. Это Бродвей. Вот, Бродвей. Там реет гордо ЛГБТ флаг. Собственно, вот там за вот этими небоскребами у нас виден центральный парк. Недвижимость в нескольких блоках отсюда в сторону центрального парка будет в 10 раз дороже. Тот высокий, это Парк-авеню 451. 432. Да, который на самом деле
деле не Парк-авеню, но тем не менее вот тот дом, вот, собственно, Бродвей. В общем, за $1 миллион это благодаря месту. Ты покупаешь место в хорошем районе, в нескольких блоках от Центрального парка, с крышей, с видом, с бассейном. Вот. Но дом старый, в квартире нужно делать ремонт, в нее еще вложить придется миллион. Ну, не миллион, но 1200-300. Да. От 100 тысяч. Вложить придется, чтобы более-менее привести в порядок. Она маленькая, 60 квадратных метров за $1 миллион. Дамы и господа, мы с вами около нового объекта недвижимости. Это очередной дом с квартирой за $1 миллион. Такое же старье из 70-х. Увидели бы его где-нибудь в Бирюлево, не обратили бы внимания. Но к дому есть такой модный подъезд. Можно купить дорогую машину и подъехать. И, может быть, даже вот этот вот господин лысый откроет тебе дверь. Нет, тут уже более модный. Тут, видишь, такие интерьеры. Здесь уже похоже на старый 5-звездочный отель. То есть тут хорошо пахнет. Везде ковровые дорожки. Кстати, странно, что здесь просто не постелили ковролин, потому что у американцев ковролин даже в аэропорту. Они во всех общественных помещениях делают ковролин. Но здесь почему-то сделали плитку, изначально сделали плитку, и ковролин только сделали сейчас. Да, и здесь уже... ковролин? Да, здесь уже ковролин, здесь уже интерьер так попроще. Не, ну все равно, видишь, выглядит все как в гостинице. Ну что, идем. Так, ну, момент, заходим, 3-й этаж. Да, тут главное не убиться о люстру, потому что потолки опять низкие. Довольно низко. Обрати внимание, как они делали фотографии, откроешься рекламные фотографии, и ты увидишь, что рекламные фотографии, они сделаны с такой высоты, что у тебя создается впечатление, что есть высокие потолки. На самом деле до потолка можно практически дотянуться. Да, смотри, как у нас хороший угол получается, да, там, где мы видим даже розетки вот эти вот. Да, вот, ты их не увидишь. Вот они, вот розетки. Вот, я понял, это все это, видишь, это все сильно искажено. Да. То есть, вот судя по фотографии, складывается впечатление, что здесь довольно большое, ну, что комната довольно большая. Вот. Но она, конечно, ничего не большая. Потому что люстра висит вот на высоте, что главное головой о нее не убиться. Вот, это спальня. Ну что, в отличие от предыдущей квартиры, они здесь сделали ремонт. Ну, косметический. Они покрасили, они покрыли воском паркет. То есть паркет сейчас такой выглядит новым. Ну и в принципе вот здесь так все свеже подкрашено. При этом квартирка, конечно, безумно маленькая. Сколько метров здесь? Ванночка. Те же самые, 58, наверное, метров. Обратите внимание, вход в ванну через спальню. Да, то есть если к тебе пришли гости, они будут все ходить. Вот здесь, да, здесь скорее всего, кровать. Шкаф. Здесь шкаф такой вот еще. Может, здесь какой-то гостевой есть туалет или нет? Внимательно посмотрим. Шкафы. Такая вот ванная, спальня. Ну и 3-й этаж. И 3-й этаж. Здесь не такой захватывающий вид. Да, вид как раз здесь на вход. Довольно старое это отопление, которое они 100 раз уже перекрашивали. Вот тут реально складывается впечатление, что здесь огромная гостиная. Огромная гостиная. Вот такая вот, видите, будет. Видите, вот они думают, что вот такая вот спальня. На самом деле здесь 10 квадратных метров спальня. Вот. И все очень-очень маленькие. И все это дело стоит у нас $999 888. Придумай красивую цену, и нужно будет платить $550 квартплаты и $550 налоги. Ну, конечно, ужасная планировка с санузлом, который в спальню. Новая техника. Они вставили, то есть, в отличие от той квартиры, здесь надо делать ремонт. Но кухня тоже вот при входе, обычно, где в России гардероб какой-нибудь был бы, или постирочная, видишь? Америкосы делают такую маленькую кухоньку. Посудомойка, опять это вытяжка, вытяжка-микроволновка. Крутой американский холодильник. Вот что круто, это всегда холодильник. Огромный, это обязательно, если мы в Америке, должен быть большой хороший холодильник. И посудомоечка. Вот. Ну, хотят $1 миллион. Слушай, ну я, кстати, даже не знаю, вот если выбирать между то и то, я даже не знаю, какой бы я купил. Здесь реально намного круче вот этот холл, когда ты входишь, и здесь прям ощущение 5-звездочного отеля. Но у квартиры совершенно уебанная планировка. С туалетом через спальню. Ладно, пойдем. Ну вот обратите внимание, что на каждой квартире везде одинаковые двери, везде одинаковые указатели. Ну и, в принципе, вот коридор выглядит очень круто. Я не могу понять, подожди, а где они складируют велосипеды, картошку и прочее говно?
Ну, под велосипед тут есть отдельная комната. Короче, ноги просто не накупают. Посмотрите на коридор в своем доме и на коридор в доме американском. Ну и ковролин такой мягкий, хороший ковролин. Красивый лифт. А мы сразу вниз едем? Я думал, мы хотим наверх. Мы едем вниз. Да, вот так вот, видите, выглядит лифтовой холл. Вот. С картинами, с пуфиками, вот с какой-то мебелью. Прямо, смотри, прямо в доме почтовый ящик. Почтовые ящики, вот так они выглядят. И тут на экране показано, у кого есть посылка, у кого нет. При этом видно, что у тебя письмо. Что там, письмо, посылка или одежда, да, я так понимаю, это из... Да, из химчистки. Вот так вот. То есть ты сразу знаешь, тебе письмо или одежду принесли из химчистки. Если вы обратили внимание, ни в одной квартире не было стиральной машинки. То есть дома они не планируют стирать. Да, в общем, американский жилой дом, он похож на гостиницу. И, кстати, мало чем от гостиницы отличается в плане устройства. Да, тут у нас есть такое небольшое недопонимание, потому что люди обычно, когда ты говоришь, что ты помимо налогов платишь еще какую-то гигантскую квартплату, народ бывает, типа, как это еще, за что такую платить квартплату? Так вот, как раз квартплату вы платите за все вот эти вот плюшки, за постирочную, за то, что у вас такой красивый холл, за то, что у вас там на ресепшене сидит человек и всех ваших посетителей провожает, либо не провожает. А вот так вот выглядит прачечная. Слушай, ну круто. Смотри. На каждом этаже? Да, на каждом этаже за $2. $2 между прочим, сушечка за $2, ну и, скорее всего, и за $2, да. Тут еще такая постирочная. Стоит 3 стиральные машинки и 2 сушильные. Такое вот интересное решение. На каждом этаже у нас стоит это. И при том, что многие все равно отдают в постирочную, где им, в лаундере, где им погладят, разложат, и не нужно тратить время. Вот такой вот дом. Друзья, еще один дом и еще одна квартира за $1 миллион. Мы уже не знаем, что выбрать, да? Да. Ну что, надо еще что-нибудь, посмотреть. Идем дальше. Мы сейчас идем по Риверсайд-бульвару. Это в свое время был довольно большой проект. Реализовывался в 90-х годах. Начиналось строительство в 90-х годах. Когда-то вся вот эта вот территория до следующей улицы, это было большое железнодорожное депо. В свое время какая-то железная дорога банкротилась. В общем, это все стояло пустое. И было несколько проектов. В конечном итоге реализовался проект, который был под руководством девелопера Трампа, который сейчас президент. В общем, он активно участвовал в этом. И даже мы сейчас видим вот дом, и на нем написано Трамп. То есть он очень любил свое имя, и как и сейчас любит тоже, да? Он в свое время называл Трамп Сити, в целом весь этот большой проект. Но в целом Трамп Сити, Трамп Сити это все вот этот комплекс домов, но каждый дом имеет какое-то свое название. В данном случае это Трамп Плейс, да? Дальше там будет 120 Трамп, например. И здесь мы сейчас видим тоже Трамп Плейс. В общем, вот это был довольно большой проект, то есть учитывая, что здесь земли мало и была все время точная какая-то застройка, здесь был кусок земли огромный на несколько блоков, и все это было застроено, начиная с середины 90-х годов и заканчивая, собственно, последние дома до сих пор сейчас еще строятся. Вот, мы сейчас пойдем посмотрим, какие тут квартиры продаются и почем. В бюджет $1 миллион тут сложновато вписаться, маленькие студии есть по $1 миллиону. Дома немножко другого уровня, явно повыше, платежи повыше, цены повыше. Вот, в общем, пойдем сейчас посмотрим несколько вариантов и сравним. Да, это в стиле Трампа, за 9 миллионов можно купить. И еще за эту квартиру 4 спальни, 3 санузла. Это 5800. Да. 2, 1, это. 1 600 000. Так, это все, да, это все демонстрационная мебель. И когда ты купишь квартиру, они ее всю унесут. То есть вот есть такая услуга, когда можно заказать себе мебель в квартиру за какую-то. Арендовать на время показа. Да. Здесь хорошая планировка. Мусора. Вот. И коридор. Так, значит, нам попался вредный агент, который решил запретить фотографировать непонятно что. Там люди живут и не хотят, чтобы их личные вещи... Во-первых, это не личные вещи. Это вещи, которые
а не арендовали. За миллион 300 получается квартира чуть получше вот, в таком доме. Квартира побольше. Квартира побольше, планировка получше. Ну, в принципе, что, я думаю, цена за метр квадратный примерно одинаковая. Здесь везде идет ремонт. Выход пока через технический этаж, потому что в лобби идет ремонт. Это у нас квартира стоит уже 1,5 миллиона. Она чуть побольше, у нее угловой вид. С одной стороны у нас видна дорога со всеми этими домами, а с другой стороны у нас вид на прекрасную эстакаду. И агент говорит, что здесь сейчас закончит делать парк, и цена квартиры вырастет. Это правда? Я думаю, что скорее так. Скорее вырастет на $2. Не намного. Ну, видно, да, что видно, кто-то жил. Зато есть кухня. Смотри, здесь уже хорошая кухня. Кухня есть с таким островом. Вот, и вот как она выглядела. $1000 у нас нужно платить. Здесь смотри. Да, здесь $1000 обслуживание и $1200 налоги. А это вход в спальню. Спальня вот через такие шкафы. И такая маленькая спальня. Видите, тоже нету верхнего света. Как это часто бывает в Америке, верхний свет просто не делают, потому что ставят торшеры, лампы на тумбочке прикроватные, какие-нибудь бра вешают. Верхний свет часто не принято делать. В общем, все на самом деле очень маленькое. И это добро у нас стоит $1,5 миллиона. Это туалет, ванная, тоже он уже побольше, облицован камнем, мрамором. Смотри, у нас тут есть стиральная машинка и огромный крутой холодильник. Очень здорово. А здесь еще можно сделать какой-нибудь типа офис или еще что-то. Получился такой закуток, можно сделать кухню. Но будь моя воля, я бы, конечно, кухню перенес бы сюда. И здесь сделал бы большую гостиную. Но они почему-то такую эту планировку. Вообще-то американцы кухню обычно, если речь идет про квартиру, они ее задвигают в какой-то чулан. Ну что, планировка, видишь, вот это бесполезно получается. Вот это не почти нет. Если бы кухню сюда перенести, видишь, ты же не перенесешь здесь ничего. Ты чисто теоретически можешь, но когда ты знаешь, сколько это будет стоить. Да, ты откажешься от всех своих фантазий. Ковролин, красивые двери. В общем, все как в гостинице. Да, это всякие у нас общие зоны. Вот, тут можно посидеть. А здесь можно... Только хотел сказать, что здесь можно покурить, а написано «курить нельзя». Если охота послушать шум кондиционеров промышленных, которые гудят здесь вот отсюда, это вентиляция с какой-нибудь парковки еще, скорее всего, да. Но это вот общие зоны. Ну да, слушай, все это выглядит как отель. Так, это мы спустились в подвал. Да, тут можно зарезервировать и устроить тусовку. Вот здесь можно для детей. Тут и всякие игрушки. То есть, да, в принципе, зачем-то нужна детская, когда можно ребенка сюда спускать с няней. И он будет играть. Но за это все придется $1000 платить в месяц. Да, и довольно большой спортзал. Да, тут есть большая прачечная еще. И тут такие всякие игры. Да, тут можно играть в бильярд. И кинотеатр. Да, и есть свой кинотеатр. И все это включено в платежи, которые вы платите. Да, и вот такое тут красивое лобби. Да, и специальный человек, который открывает двери.